Привет! Очень часто у студентов, у изучающих английский язык возникает много вопросов по поводу трех глаголов need, have to и must. В сегодняшнем видео мы будем разбираться, в чем разница между этими глаголами. Смотрите до конца, потому что в конце может у вас произойти отрыв фляги. Также в сегодняшнем видео я расскажу вам о разнице между have to и have got to. Котятки, что вы знаете про разницу между have to и must? Сейчас пока давайте не будем трогать. С чем их едят и где и когда вы такое используете лично в своей речи? Когда вы последний раз использовали have to? Когда вы последний раз, упаси Господи, использовали must по отношению к кому-либо? Признавайтесь. Вижу по глазам, грешны все. Слушается дело о разнице между have to и must и абьюзивном использовании must в повседневной речи. Красной строкой выделяем. В современном мире места must в разговорной речи нет. Точка. Must – это пережитки атавизма, это пережитки древности, времена королей, царей и других титулов. Не, серьезно. Если так посмотреть, то в современном мире must вообще не используется, практически уже изживает себя, так сказать. И даже British English тоже грешен, спасибо Netflix, Голливуду и всем этим TV-шоу, которые туда проникают и привносят с собой американский диалект, в частности, западно-побережский диалект вот этого вот всего калифорнийского побережья и так далее. Об этом у меня, кстати, было видео. Майкл Сван, интересный дяденька, пишет, что разница между, такая, значит, классика жанра, сухо грамматики. Это obligation. Obligation — это когда что-то требуется. Оба слова и must, и have to выражают strong obligation. Здесь нужно смотреть, от кого исходит это obligation. Если вы говорите про must, obligation исходит от вас, от говорящего, от спикера. Кто говорит, тот и решил, что это важно. Кому это надо, собственно? Тебе? Ты и делай. Когда вы говорите I must, и, собственно, это чаще всего, когда вы будете использовать must в современном английском языке, это значит, вам надо. Вам надо куда-то поехать. We must go to New York. We haven't seen your Nana since Christmas. Слушай, нам надо в Нью-Йорк съездить. Мы бабуль твою не видели с Рождества. Жива она там еще? Нет, мы не знаем. Надо съездить. We must. Здесь вы определяете вот эту необходимость. Это не кто-то за вас решил. Это лично ваше желание. Соответственно, когда вы используете have to, вот это вот obligation comes from outside, скажем так, outside. Это правило, это закон. Вы скажете, постойте, так must тоже ж obligation, правило и закон? Да. Must это тоже obligation, правило и закон. Но просто must по своей структуре, обратите внимание, must это один слог. Односложные слова не всегда звучат очень авторитарно. Вы прям как по столу кулаком. Хрясь, а я сказал must. Поэтому в обществе, в разговорном языке, неважно на каком уровне, официальном или полуофициальном, или базарном street talk, принято использовать have to. Это неважно, где вы живете. В Канаде, в Австралии, или в Новой Зеландии, в Старой Зеландии, неважно где говорят по-английски, в обществе have to звучит гораздо мягче, несмотря на то, что обозначают одно и то же. В случаях, когда obligation откуда-то извне на вас налагается, необходимость нужно, вы будете использовать have to. Люди используют англофоны, используют have to. Например, по работе там что-то вам надо, вы говорите have to. Во столько-то приходить, начинать, заканчивать, планерки, отчетность давать. Это все have to, это ваше правило. Но вот уже, когда вы будете эти правила читать в договоре о приеме на работу, там будет must. Почему? Потому что письменный язык, он требует официальности, он требует архаизма, он требует вот этих вот пережитков тавизма. Поэтому там всегда будет must. Посмотрите, у кого есть lease agreement на вашей квартирушке, кто живет здесь, в Америке, там у вас будет все прописано. Tenant должен, must. Там будет require, там будет must. Потому что legalize.
Официальный, чопорный язык, никому не понятный. Okay, I digressed. My wife is an interpreter. She often has to go to New York. В thumbnail к этому видео было написано «She must go to New York». Это странно звучит, это звучит unnatural. Несмотря на то, что грамматически это правильно. Это звучит unnatural, и так никто никогда не скажет в данном контексте. Потому что работа, obligation извне, в современном, так сказать, мире мы живем, и принято в культуре, в социуме говорить have to. Ну вот просто так принято, это надо запомнить. Это не нужно искать объяснения в теоретических книжках, потому что там может быть написано одно, а общество, люди, социум говорят совершенно по-другому. Мы равняемся на то, как говорят в социуме, а не то, как нам там пытаются что-то где-то навязать. Вот вам еще два примера. I must stop smoking и I have to stop smoking. Первое предложение можно интерпретировать как I want to stop smoking, I want to quit it. I know it's bad for my health. I must stop smoking. Второе предложение. I have to. Помним, obligation откуда-то извне. Скорее всего, it's doctor's order. My doctor told me, Karel, you have to stop smoking. Но тут опять вмешивается в наш equation социум. Правила в обществе. Вы также можете сказать I have to stop smoking when it's your wish. You're just talking about what you want to do. Понимаете, в чем дело? То есть вы можете сказать must, но вы также и have to. Особенно это актуально в американском английском. То есть, что происходит? Strong obligation, исходящий отлично от вас, с must переместилось на have to. То есть в британском английском это тоже есть. Сейчас, опять же, благодаря Голливуду, Netflix это все туда тихо эмигрирует. Меньше, чем в американском английском. Поэтому уже правила, которые написаны во всех учебниках, справочниках, они здесь не отражают действительность. Именно поэтому must потихоньку того. Что имеем по итогу? Используйте have to. Везде, всегда. Избегайте must. У вас больше шансов ошибиться. Ошибиться сейчас беру в кавычки, потому что просто будет звучать как-то коряво, но вас в любом случае поймут. Недопонимание это не вызовет. Просто вы можете показаться снобом, высокомерным, грубым, неотесанным человеком. А так, собственно, все нормально будет. Окей, теперь давайте поговорим про две формы. I have to и I have got to. I have got to в речи очень часто редуцируется до простого gotta. Have to в речи редуцируется до have to. И там, обратите внимание, звук в оглушается под действием ассимиляции звуку т. Он тоже глухой. Получаем have to. I have to. Относитесь к этому как к какому-то одному кубику. Это один юнит. Одно слово. Have to. Gotta и have to. Давайте посмотрим. У меня, кстати, было про это видео несколько тысяч лет, миллионов назад. Давайте посмотрим, как вы помните. Если вы сидите где-нибудь в компании и тут смотрите на часы, встаете и говорите, извините, мне пора идти. Вы скажете sorry, I have to go, либо sorry, I gotta go. Как вы думаете, что скажут чаще всего? Alright, если вы ответили gotta go, правильно. Ну, собственно, have to тоже будет правильно, просто, как показывает практика, в основном люди говорят gotta go. I gotta go. Чтобы показать срочность. И опять же, помним, have to это obligation извне, то есть на вас накладывается. То есть, когда вы так говорите, подразумевается, что это не моя прихоть, не я решил так, а у меня обещание, договорился с кем-то, либо по работе, либо еще где-то. Ну, это не моя прихоть, извините. И это звучит вежливо. Давайте посмотрим другие примеры. Какую бы форму вы выбрали? Have to или have got to? Если вы хотите сказать, что вам на работу нужно всегда приходить на 15 минут раньше. Допустим, вы живете в Японии, где свои правила. Вы скажете I gotta come into work 15 minutes earlier. Или B. I have to come into work 15 minutes earlier. Либо I gotta come into work, либо I have to come into work.
здесь вариант с gotta будет неправильным грамматически и стилистически. Почему? Помним, что gotta используется только для определенного какого-то одного момента. It's a one-time thing. Когда вы говорите про рутину, повторяющиеся действия постоянно, мне там надо на работу во столько-то приезжать, забирать, тогда уже используется have to. Именно поэтому, когда вы срываетесь, подрываетесь, говорите ёперсет, мне надо бежать. Чаще люди говорят I gotta go, потому что it's one time, it's right here, right now, в моменте, в ресурсе. И когда мне кто-то, по-моему, в комментариях написал: Кирилл, по правилам языка в моменте, в ресурсе. Товарищи, ну вы же как бы считываете мои эмоции. Вы же понимаете, что половина видео я сижу и несу всякую хрень несерьезным лицом. Это как говорится, для такого красивого словца. Я тут пытаюсь пошутить. Вы же понимаете, что несерьезно. Потому что многие люди, и когда я говорю это with straight face, не смеясь, это сарказм. Ну, тут как бы там в интонации заложен смысл, понимаете, да? Поэтому, когда я говорю здесь и сейчас, в моменте, в ресурсе, перечисляя все слова, которые синонимичны и вообще не должны быть в моей речи, это не значит, потому что я из колхоза, из села, а я из села, из колхоза. Это значит, потому что я так хочу, и в этом моменте, в ресурсе, я так хочу сказать, потому что, ну, весело так. Понимаете, я по жизни очень человек веселый, мне это помогает жить. Если вы это не понимаете, it's your problem. Когда вы хотите сказать, что вам нужно на работу приходить на 15 минут раньше, вы говорите I have to come into work 15 minutes early. Gotta здесь не будет. То есть gotta это какой-то один момент у вас там случился, вы сказали gotta. Срочность, чтобы показать. I gotta go звучит гораздо срочнее, есть такое слово, не знаю, более срочно, чем I have to go. Только лишь поэтому люди делают выбор в пользу I gotta. I often have to travel on business. Мне всегда по делам нужно, я путешествую по работе. Have to, потому что рутина, постоянно происходит действие. Repeated obligation. Sorry, I really gotta run. Sorry, I really gotta run. Извините, мне срочно нужно уйти. I have to pick up my kids from school. I have to pick up my kids from school. Мне надо забрать детишек из школы. Ну и, наконец-то, как сюда вписывается need? Потому что need to – надо, have to – вынужден, приходится, must – должен. Собственно, в русском языке мы все можем это сделать под должен, многоиграющее такое слово. Если говорить кратко, то все они обозначают одно и то же. И если вы вдруг чего-то там сказали, запутались в этих словах, конфуза не будет. И смысл, разница между ними минимальна. Значит, про must мы уже с вами говорили. Must очень официальное слово. Очень официально. Для большинства контекстов в современном английском языке, неважно в каком вы диалекте говорите, это очень всегда официально. Поэтому оставьте это слово книгам, документам, договорам, правилам, на знаках, пускай это будет написано. В речи вы можете либо have to использовать, ну, либо gotta, либо need to. Разница между need to и have to тоже никакой нет. У них есть небольшая разница в коннотации, то что need, опять же, это вы считаете, что что-то necessary or important, ну, просто важно, просто необходимо. Нет никакого обязанности у вас перед кем-то. Но если вдруг вы вместо I have to do the dishes скажете I need to do the dishes, все то же самое, смысл тот же самый. Поэтому пользуйтесь либо I need to, либо I have to. Но помните, если вы говорите про работу, про какие-то правила, договоренности, то лучше, конечно, использовать have to. Потому что вот эта вот необходимость, obligation, ответственность извне на вас налагается. Ну, I need to, это когда вы говорите, в магазин надо пойти, что там, хлебушку купить, молока купить. Поэтому, когда вы говорите, мне надо постирать, устроить постирушки, вы можете сказать I need to wash my clothes, they're dirty. I need to wash my clothes, they're dirty. Мне нужно постирать одежду, она грязная. Ну, а have to и must у вас может быть написано You must file your taxes before April 15th, это в США. You must file your taxes, вам нужно задекларировать свои налоги, доход 15 до 15 апреля. Или You have to file your taxes before April 15th. Разница будет только в регистре здесь. Официальный стиль. Must очень официальный, очень авторитарный. Have to менее авторитарный, более универсальный, более широкий смысл.
Поэтому все три выражения могут использоваться без какого-то отличия в смысле. Поэтому пользуйтесь и особо не думайте о тех правилах, которые сейчас прописаны, что must для этого. Если перечитать все правила, вы просто офигеете, сколько их. Но когда вы идете на улицу и послушаете, что люди вокруг вас говорят, а я вам советую делать именно это, вы услышите, что что-то как-то вроде бы и must, да, have to, need to встречаются чаще. Alright, there you have it. Я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.